Всем с добрым утром. Как видите, мой вес довольно-таки маленький, потому что вроде бы недавно я наоборот прибавила, но сейчас показалось, что наоборот все как бы нормально. Это удивительно просто. Ну, продолжаем худеть тогда. Я сделала вот такой вот маникюр вчера. У меня так болят кутикулы. Мне кажется, я их отодрала просто. Очень больно. Цвет выбрала такой блестящий, не сильно яркий, потому что скоро на работу. И поэтому неудобно будет работать с длинными ногтями и яркими. Буду пугать людей. Поэтому надо такой вот, знаете, чтобы не привлекало внимания. Сегодня у меня будет легкий завтрак. Это у нас творог. К нему я добавляю греческий йогурт. Я люблю этот завтрак, потому что он готовится очень легко и, знаете, много времени не отнимает. Как, например, сырники или оладьи всякие. Вот столько мне хватит. Затем к этой массе мы добавляем мюсли. У меня банан и шоколад. Далее я добавляю тыквенные семечки. И семена чиа. Как видите, ничего сложного в этом нет. И для сладости я добавлю меда. 1 чайную ложку меда. Вот такой вот симпатичный у меня завтрак получается. Я это все перемешиваю хорошо вместе с творогом. И ем. Наслаждаюсь вкусняшкой. В общем, я начала читать книгу. Вот такую вот. Сегодня я буду убирать плесень, отмывать ее точнее. Вот столько вот накопилось, ужасно смотрится, просто невыносимо, страшно. И этим дышать нельзя. Для этого нам понадобится такой вот азелик, он прям вообще мощный, губка и такая вот штучка мне понадобится. Она потом мне пригодится, когда уже почти отмою. Самые проблемные места прям вот отмывает. И вода теплая. Все. Сейчас мы будем это все брызгать. И вот так вот мыть. Я побрызгала вот это вот.
И начинаю теркой вот фигачить. Я решила потолок пока оставить наверху, потом домой, потому что уже темнеет, и мы живем на первом этаже, и когда темно, нас очень сильно видно. Поэтому я не хочу, чтобы на меня смотрели, поэтому лучше днем это делать, когда светло. Вот, собственно, вот так вот получилось у меня. Все отмыть. 200 собирать на плюс 15 нормально делать. Что? Я говорю, сейчас заодно я окна помыла. Сегодня у меня на обед или ужин, не знаю уже, борщ. В общем, очень вкусный, сладенький такой получился и очень насыщенный. Мне прям понравился. Кайфую. Все, приятного мне аппетита. Сейчас я готовлю филе под сыром и помидором. Все как всегда, мое любимое. На этот раз я взяла куриное филе и намазала йогуртом. С двух сторон, со специями, солью, все как надо. И просто все застелила. То есть и маленькие, и большие. Не раскладывала, знаете, вот так вот красиво. Я просто все в одну кучу положила. Не знаю, что получится. Ну, попробуем так. Не хочу, чтобы оставались лишние кусочки. И все это насыпем сыром. Вот такая вот вкусняшка получается. Я поставила вариться гречку. Буду это есть с гречкой и с салатом еще. Вот такой вот у меня ужин. Гречка с кетчупом, филе под сыром и салатик из огурцов и помидоров. Также я добавила подсолнечное масло, нерафинированное. Я обожаю вонючее масло, оно очень вкусное. Прям вкус семечек. Напоминает прям вот, ну, детство. Вот реально. Поэтому я очень люблю такое. Приятного мне аппетита. Всем с добрым утром. Как видите, у меня прибавка в весе. Ну, ничего страшного. Хотя, что я говорю, сегодня ночью я проснулась где-то в 2 часа ночи. И где-то в 5 или в 6 мы, короче, поели. Потому что я была голодна. Я съела гречку с филе и салатик. Наверное, поэтому у меня прибавка. Это не удивительно. Я знала, что так и будет. Ну, ничего страшного, да? Тише едешь, дальше будешь. Как мне сегодня приложение написала, когда я вес занесла. Там статусы какие-то появляются, поддержки всякие, там, о, вы похудели, там, всякие, знаете, смешные словечки. Вот. Там было написано, тише едешь, дальше будешь, все. Поэтому вперед, не унываем, не огорчаемся, все нормально. Нужно обязательно по утрам пить воду. Я не знаю, как вы, но у меня уже сам организм просит ему давать воду. Я никогда не забываю про воду. Даже если у меня вода кончается, я бегу в магазин покупать воду первым делом. А потом уже начинаю завтракать. Не знаю, с чем это связано, но я уже давно так делаю, несколько лет подряд. Поэтому даже когда, в принципе, не следила за собой, я все равно пила воду. Вот. И, как вы уже, наверное, знаете, чай, кофе, соки, всякие напитки другие с разными вкусами – это не вода. Водой это не считается. Все-таки вода – это вот чистая, без всяких вкусов, примесей. Вот ее надо и пить. Ну, желательно, конечно же, теплую воду. Ну, у меня когда как. Если я не хочу холодную воду пить, то я пью теплую воду. Теплая вода тоже имеет какие-то свои свойства и тоже полезна для организма. И это мой типа завтрак. Гречка, филе под сыром и помидором. Это мой перекус. Банан. Я сейчас ездила с Владом менять аккумулятор у айфона. Такой вот у меня какаши из аниме. Мне его, получается, крышку сняли и поменяли батарейку. Батарейку я уже выкинула. Вот. Она у меня там вообще ужасная была. Наконец-то у меня есть iPhone.
А то зарядка вообще не выдерживала, а потом вообще отключился. Сейчас я могу спокойно делать фотографии красивые, четкие. В общем, у меня теперь 2 телефона. iPhone и Samsung. Я не могу ни без этого и ни без этого. Я буду ходить с 2 телефонами. Слушайте, я уже привыкла так жить, поэтому нормально все. С айфона я некоторые вещи делаю, которые невозможно делать в Samsung. И, собственно, в Samsung я делаю некоторые вещи, которые я не могу в айфоне. Поэтому 2 телефона, круто, не страшно, все нормально. Меня все устраивает. Буду пользоваться с удовольствием 2. Я сейчас поставила вариться говядину. С этого мы и начнем нашу готовку борща, говорю, горохового супа. Сейчас я сделаю типа как коктейль из банана, творога и молока. Я вот разминаю творог с бананом и все это дело заливаю молоком. Получается очень вкусно. И хорошо перемешиваем. Что-то я много молока налила. Надо было поменьше налить. Слишком жидко получилось. Как видите, я варю суп. И очень-очень долго. Я уже пожалела, что сварила гороховый суп. Блин, ну не знаю, получится у меня или нет. Вроде бы замочила горох, он у меня увеличился. В 2 раза больше стал. Но все равно, блин, никак не мягкий не станет. Поэтому, видимо, варить я буду очень-очень долго. В общем, пока мой суп варится, я решила поужинать салатиком. Тут у меня куриное филе, огурцы, помидоры, нерафинированное масло, соль. Все как всегда. Курицу я просто пожарила с 2 сторон на сковородке и все. И нарезала на кусочки. Всех с добрым утром. Сегодня на завтрак у меня будут сырники. Тут у меня 1 банан маленький, творог 250 грамм, яйцо 1, сахарозаменитель и еще надо добавить муки. Я добавлю 2 столовые ложки. Такие с горкой, знаете, нормальные. Я очень люблю сырники, именно вот чтобы банан чувствовался. Банан прям придает сладости и получается очень нежно, вкусненько. Поэтому я все время делаю сырники с бананом. Теперь добавляю муку. Я добавлю 2 столовые ложки. И хорошо перемешиваем. И вот так вот мокрыми руками формируем сырники. И обжариваем с 2 сторон. Кстати, у меня все время сырники получаются разные. Сколько вот помню, у меня один сырник всегда огроменный, это в самом конце, и вот эти остальные такие средние. И почему-то все время выходит вот так вот. Один большой, все нормальные. Вот такой вот завтрак у меня получается. Очень красиво, вкусно и полезно. Обожаю сырники. Это мой следующий прием пищи. Гороховый суп с говяжьим бульоном. Точнее, на говяжьем бульоне. Очень вкусненько получилось. Больше готовить не буду, потому что это тяжело. Я поняла, что гороховый суп это не моё. Ну так, вкусно, нормально. Сейчас я буду разделать курицу на несколько частей. Так, теперь отделяем ножку. А это у нас
нас получается бедро. Так, теперь самое сложное осталось, это филе. Ну вот, наконец-то я разделала курицу на филе, бедра, крылышки. Вот это все, что осталось от курицы. Сейчас я буду мариновать курицу. Я добавлю немного соевого соуса. Обязательно приправу курицы. Я его прям не жалею. Очень люблю эту приправу. Добавляю смесь перцев. Черный и красный. Тоже немного. И немножко соли. После того, как я перемешала, я сделаю надрезы. Ну и дырочки. Чтобы прям сочная курица была. Ну вот так вот. Еще добавила немножко масла, чтобы оно немножко поджарилось. И отправляем в духовку. А сейчас я буду варить картошку для моего пюре. Это все я готовлю на завтрашний день. Буду кушать в обед. Сейчас я буду пить кофе. Я решила вот перекусить круассаны с клубничным джемом. Не знаю, мне очень захотелось, прям сладенькое. Поэтому я себе позволю. Всем привет! Как видите, мой вес не изменился за эти 3 дня. Я нифига не похудела, как я планировала. Я очень хотела увидеть вес 86,9, например. Но, к сожалению, я его не увидела. Ну, на этом, конечно же, сдаваться мы не будем. У меня есть еще время. То есть я хочу увидеть вес 85, потом уже 80. То есть моя цель похудеть на данный момент, на ближайшее время 10 килограмм забросить. Спасибо большое, кто досмотрел это видео. Если вам понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на меня и пишите комментарии. Я буду очень рада, если вы меня поддержите. Всем пока!